Эх, как же приятно иногда вспомнить, какой не очень долгий, но очень веселый путь в Альхейме я уже прошел. Вкачал 100-й уровень рукопашного боя, потом вкачивал бег, а потом и вовсе, чтобы окончательно закосплеить Сайтаму из аниме One Punch Man, вкачал навыки владения оружия, стрельбы из лука и прыжков. Правда, видео вышло настолько хаотичным, что в том же видосе я разрушил гору, отомстил лесным дворфам весьма жестоким способом, а после пытался выжить с голой жопой на острове, полностью покрытым этим самым черным лесом. Эх, если вы это еще не смотрели, рекомендую не полениться и позже посмотреть каждое из этих видео. Они довольно короткие, но в то же время они под завязку набиты контентом. Казалось бы, уже столько всего снято, и уже ничто не заставит меня снять очередной ролик по Вальхейму. Тебе еще нужны 30 тысяч подписчиков? Тогда без камня силы тебе никак. Снова этот Танос мешает мне отдохнуть. И что же я должен сделать ради камня силы? Снять 100 дней выживания в Альхейме. Воу, 100 дней выживания? Не уверен, что мне хватит места на хардах, но... Блин, чем черт не шутит? Если вам это нравится и вы оставите лайк с комментом, я порву этот Вальхейм к чертям собачьим. Ну что, погнали? Новый викинг, новый мир, новая история. Первый день в Альхейме не требует от нас особых усилий. Герой не умирает от голода, не нуждается в воде, поэтому в первый день игра дарит больше медитативный и атмосферный геймплей, что, как мне кажется, так сильно мне в ней и понравилось. Эти полигоны, эта картинка с низким разрешением. Можно с уверенностью сказать одно: простая графика в Альхейме – это его сильная сторона. Ввиду низкой сложности в самом начале игры, умереть сейчас было практически невозможным, разве что вам захочется куда-то далеко заплыть, а после покосплеить Томми Версетти из Vice City. Ну или же сделать так, как сделал я. Да ты чё? Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. Да, я хотел сделать начало этого видео таким, знаете, медитативным, спокойным, показать, что в игре бояться нечего, если у тебя ровные руки. Видимо, мои руки не такие уж и ровные. Кстати, совсем забыл сказать, свое прохождение я хотел сделать особенным. Нет, не только своими тупыми шутками и гэгами. Я решил, что буду использовать только луки, то есть никаких дубин, мечей и прочего. Мой герой будет исключительно стрелком. Что тут добавить, еще со времен Скайрима я полюбил луки, а потом разлюбил их в Kingdom Come Deliverance, но Вальхейм в конечном итоге вернул мою любовь. Но сразу попрошу вас не писать гневные комменты, если где-то по ходу игры я случайно использую топор в качестве оружия или что-нибудь еще, забыв убрать его из рук. В первый день своего выживания я сделал достаточно мало. Скрафтил базовые инструменты, немного посражался с гримлингами и никсами и начал строить себе дом на месте стоявшей здесь до него лачуги. Но для этого мне потребовалось много дерева, так что я решил сразу же надолбить пару стаков. И я так растекся в этом умиротворяющем геймплее, что не заметил, как настала ночь, а ведь я даже дом достроить не успел. Что ж, сделаем это завтра. Начало второго дня я посвятил мелким улучшениям дома, определил место под будущие сундуки, а после пошел добыть для этих самых сундуков древесины. Черт, как же здесь все-таки красиво. Иногда прям таки хочется остановиться и пожарить мясо на костре, любуясь солнечными лучами. Блин, погодите, а разве что-то мне мешает сделать это прямо сейчас? Так, ни 1 миллиметр не должен пропасть даром. После я понял, что от лука от меня отделяет всего какая-то пара кабаньих шкур, и я тут же побежал исследовать остров. Мне хотелось как можно быстрее начать прокачивать навык стрельбы, и я уже представлял, как выкашиваю целые леса для очередного стака стрел. Жаль, что погода была не на моей стороне, и искать кабанов в тумане было слегка затруднительно. Так, а здесь вроде еще один был. Теперь-то мне точно хватит шкур. Вот, теперь-то начнется настоящая дикая охота.
Только мне придется срубить еще несколько деревьев, чтобы скрафтить стрел. И вернулся домой я только под утро, а потом впервые лег спать. С утренними лучами солнца я пожарил свежего мяса, нарубил еще немного дерева, чтобы добавить сундуков, и, к слову, я с ними поповозился. Внутренний перфекционист заставлял меня хотя бы приблизительно равномерно распределить их по ширине, а я решил сделать себе кое-что интересное – солнечные часы. Теперь я буду знать приблизительное время суток, как днем, так, по идее, и ночью, потому что от лунного света объекты тоже отбрасывают тень. Но было не особо удобно то, что смотрел я на них под другим углом, поэтому 3 часа дня для меня были слева, а не справа. Наконец-то, под конец 3-го дня я додумался поставить маркер на место своего обитания. И решил одну вещь. Я ведь отыгрываю лучника, ведь так? Скрытного, быстрого специалиста дальнего боя, мастерски владеющего луком, который не приемлет ближнего боя колящим или дробящим оружием. Но что насчет кинжала? Ведь это маленькое легкое оружие отлично подходит для класса лучника, как по мне. Словом, я не удержался и скрафтил себе кремниевый кинжал. И... я не ожидал, что он так шустр в работе. Скажу вам честно, даже после наигранных 200 часов я ни разу, слушайтесь, ни разу не попробовал сражаться кинжалами. Поэтому не удивляйтесь моей столь бурной реакции. А потом я еще узнал, что урон в спину от кинжалов множится на 3. Но вряд ли я буду прокачивать скрытность. Она расходует стамину, и крадущийся персонаж двигается слишком медленно. Ближе к вечеру мои часы показали свою негодность и несостоятельность ума их создателя. Соседние деревья закрывали солнечные лучи, но, честно, мне было лень их сейчас переделывать. Я решил еще пройтись поохотиться, пока солнце полностью не зашло, и опробовать кинжал. Вот этот олень был этому явно не рад. Стою! Не двигаюсь! По возвращению домой я наконец-то поставил входную дверь, а после предался сновидениям. Завтрашний день обещал быть тяжелым. Я должен был предаться низменным вещам. Гринду. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out and moving. В общем, сегодня я готовился к завтрашнему дню, потому что... 5-й день. Я решил, что тянуть больше некуда, и начал приготовление к сражению с первым боссом, Эйктюром. Никаких сложностей мне принести это не должно, так как Эйктюра я прежде побеждал, но мне хотелось усилить персонажа, усилить лук, сделать доспехи, которые я могу сделать, чтобы сражение было максимально легким и медитативным, если сражения вообще могут такими быть. Подготовив все, я вдруг понял, что, наверное, мне не хватит трофеев из оленей, их вроде бы нужно было 2 штуки. Но мне повезло, ведь буквально в паре десятков метров от меня как раз был олень, с которого я и забрал 2-й трофей. Я быстро полетел к алтарю призыва. Блин, как же здесь красиво. Но не будем отвлекаться, я призвал босса, особо не опасаясь того, что будет дальше. А дальше я экипировал огненные стрелы и начал сражаться, попутно стараясь уходить от его ударов. Но что тут рассказывать, если вы сами видите это своими глазами. Осталось только добавить музычку.
possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever. Вот и все. Первый босс пал от наших огненных стрел. От 21 стрелы, если быть точным. И это был первый раз, когда я победил, вообще не получив урона. Но сразу скажу вам, не обольщайтесь, руки у меня из жопы. Вы же не забыли, как я умер от дерева в самом начале. И дальше третьего босса я в игре не заходил, так что это, считай, мое первое полное прохождение. Я не имею понятия, что ждет меня впереди. А что, так можно было, что ли? Блин, теперь мне его жалко. Фух, обошлось. Но он меня, конечно, уже задолбал. По пути я решил сделать небольшой мостик через реку. Зачем? А хрен его знает, да и вообще. Не важно, кто ты на, важно то, что ты на. Не важно, кто ты на. Совсем забыл. До возвращения домой я повесил трофей на жертвенные камни и получил силу Эйктюра, а уже после скрафтил кирку, скинул собранные по пути ресурсы и тут же побежал искать его. Черный лес. Пока я его нашел, уже наступила ночь. Тем не менее, возвращаться я не собирался. Я жаждал сражений, и получилось не очень круто. Я решил, что отстреляюсь, но двухзвездочный скелет опять меня унизил. В расстроенных чувствах я лег спать, и как назло, всю ночь нашему герою снился один и тот же скелет. Новый день, новый заряд мотивации, по идее. Я подкрепился и побрел отыгрывать второй раунд. Я надеюсь, это так и должно быть. Стамины мне как раз хватило. Да, не хватало еще здесь умереть. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Отомстив обидчикам, я осмотрел окрестность и понял, что этот жалкий огрызок темного леса, да еще и за широким водоемом, мне не подходит, и решил сделать то, что делал уже много раз в предыдущих играх. Оббежать остров по кругу, чтобы отметить его границы и понять, в какой части острова мне ближе всего таскать руду. Почти сразу я понял, что с островом мне не повезло. Какой-то он слишком ветвистый, везде реки и слишком маленькие кусочки суши. Я решил начать оббегать остров с другой стороны, и, о чудо, здесь лес находился гораздо ближе, и вроде бы был достаточно большим, чтобы пофармить здесь. Плюс сразу же передо мной оказался тролль и катакомбы со скелетами. Я решил не убегать, а попробовать тролля одолеть. И мне снова повезло. Тролль сакрился на скелетов, охранявшим вход в гробницу, и, воспользовавшись преимуществом ландшафта, я без особых трудностей тролля завалил. А после сразу же начал рейд по гробнице. Скелетов там оказалась целая толпа, но у меня было кое-что, чего не было у них. Не искусственный интеллект. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Инвентарь у меня был почти забит, и я понимал, что стоит сосредоточиться только на камнях для крафта печки и плавильни. Но впереди было еще столько же скелетов. Запаниковав, убегая, я побежал не к выходу, а в тупик. Пару раз застрял между скелетом и стеной. Чудом нашел выход, и потом уже я издевался над ними. Правда, когда успокоился, я понял, что размахивал факелом, то есть не оружием лучника. Вот из-за такого в самом начале видео я и просил вас не писать гневных комментариев. Я сменил оружие и продолжил уже аккуратнее обыскивать гробницу. И вы только посмотрите, как отличается мое второе столкновение, к которому я уже был готов. Если в первом я просто запаниковал и убегал, не думая о своем следующем шаге, то сейчас, как по мне, справился вполне хорошо. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm И потом снова. Don't let them tell you what to
Честно, я не знаю, как я так парировал выстрелы второго скелета. Тайминги ловились чисто на автомате. К сожалению, случилось то, чего я боялся. В этой гробнице ядер не хватит и на печку, и на плавильню. За двором была уже ночь, но сдаваться я не собирался. Пришлось уработать Бибу и Бобу и продолжить поиски. Но потом, не поверите, мне опять повезло. В паре десятков метров от этой пещеры была еще одна. Я собрал еще 3 ядра и собрался домой. Оу, а уже утро, а это значит, что... Твою мать! Я хотел максимально быстро вернуться и скрафтить себе то, о чем я уже дважды упоминал – печь и плавильню. Но, сука, ненавижу, когда так случается, хотя со стороны за этим очень интересно наблюдать. 5 или 6 скелетов сагрились на меня. Я настроился на сражение. Но среди них было 3 лучника, и я, отбиваясь, постепенно отступал. Но вот совпадение. Рядом был кабан, а потом еще и гримлин, а потом еще и стрелы кончились, а потом еще и кинжал поломался. Но все же из этого боя я вышел победителем. Дома я занялся стройкой и начал запасаться древесиной. Настало время запустить нашу капиталистическую машину и двинуться захватывать природные ресурсы Черного леса. Глядя на карту, ставало понятно, что носить десятки единиц медной руды, а потом еще и олова, постоянно чинить кирку и бегать туда-сюда будет, просто очень долго. Поэтому я постарался эту рутину немножко ускорить. Правда, для полного осуществления моего плана сперва мне нужно было создать себе медный топор. Но это не точно. В общем, первый день добычи руды ничем не примечателен, кроме того, что рядом я поставил небольшой сарайчик, чтобы чинить кирку прямо на месте, ведь ломается она достаточно быстро. Прихватив максимально возможное количество меди и олова, я вернулся домой и начал все это дело плавить. Оказалось, что печь для угля я поставил слишком близко, и положить руду в плавильню не так уж и просто. Но некогда это все переделывать, надо быстрее переплавить руду, чтобы скрафтить топор и телегу. Пока все это дело плавилось, я решил немножко расширить свой дом. Вот только не в ширину или длину, а в глубину. В любом случае результат будет один из двух. Это либо разнообразит интерьер и немного добавит пространства, либо будет выглядеть очень тупо и все же немножко таки добавит пространства. К тому же в мою голову пришла одна интересная мысль – продолбить дыру в стене и сделать что-то вроде полки для 2 сундуков. Больше туда просто не влезло бы. Почему же это круто, расскажу завтра, потому что неожиданно для самого себя день закончился. Почему же эта полка так крута? Да потому что, смотрите, поставить печи внутри дома на деревянном полу нельзя. Кроме едкого дыма, это еще и нарушает все законы фэншуя. А сделав окошко, я не только проветривал мой дом от плохих запахов, но и мог складывать в эти сундуки слитки сразу же после выплавки. А после брать их уже внутри дома в нужном количестве для крафта. По-моему, неплохо. И только восторг первобытного человека, впервые получившего искру из камня, сравнимо с восторгом, когда ты впервые делаешь бронзу. Для древних викингов это минимум что-то на уровне нанотехнологий. Жаль, что для топора бронзы мне не хватало, но это оказалось и ненужным. Чтобы сделать повозку, качественная древесина оказалась не нужна, а вместе с ней и топор. Так что спустя пару мемов можно спокойно начинать фарм руды. Випив, за кермо не сідай. Чернігівське. Споживай відповідально.
Если с гробницами скелетов мне повезло, я встретил еще 2-3 гробницы, но они мне были не нужны, то с трудой возникали проблемы. Ее было не особо много, еще и этот тролль. А что если... А потом очередная смерть. Я лег спать и на 11-й день пошел возвращать свое барахло и решил, что пока руды с меня будет достаточно. Я понимал, что отчасти 3-й раз меня завалили из-за того, что я не был внимательным и концентрировался не столь на игровом процессе, сколько на том, чтобы нормально и без проблем записать это видео. Но впредь я решил быть осторожнее. И раз уж я возвращаюсь домой, прихвачу с собой немного древесины. Знаете, я пробыл в этом чертовом лесу почти 3 игровых дня, и я впервые возненавидел Вальхейм. Особенно пока двигался домой со скоростью 1 км в час. Уверен, для вас прошло всего пара минут, но я был измотан психологически и морально. Поэтому переплавка и прочие бытовые занятия сейчас были для меня приятным разнообразием. На 12-й день я все еще плавил руду. Сделал плащ из шкуры тролля. Моей целью было создать бронзовый топор, чтобы позже с его помощью добыть качественной древесины и сделать себе лук получше. Плюс мне захотелось заняться домашним хозяйством, а для этого будет нужен пропашник. Сразу же я сделал топор и пошел по древесину. Потом сделал хороший лук и, к слову, я ни капли не жалею, что сделал себе кремниевый кинжал, потому что все время пользоваться только одним оружием приедается. Да еще и кинжал мне довольно-таки понравился, он даже станил противников, чего я даже не ожидал. К слову, вот еще одна вещь, которую надо будет сделать кроме пропашника – медный нож, а с броней я решил пока повременить. Думаю, я смогу справиться со следующим боссом и в сете из брони тролля. А может и нет, в любом случае время покажет. Я сделал и нож, и пропашник, потом забил печь ресурсами и лег спать. Этот день должен был пройти быстро. Я создал небольшой огородик у ручья рядом с домом, опять заполнил печь материалами и пошел исследовать черный лес в поисках троллей. Плюс мне нужны были ядра для создания порталов. Я нашел пещеру тролля. Сначала думал, что сражаться с ним прямо в пещере будет глупо, но потом я вспомнил слова подписчика. Полсекунды во время переката персонаж неуязвим, делай с этим что хочешь. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. И сражался я довольно неплохо, пока... Я не растерялся, поставил костер под его пещерой, вставляю его реакцию на такую наглость. Отдышался и... Окей, давайте еще раз. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony too. Ну и в полностью честном бою, ни капли не использовав недочеты игровых механик, я его одолел. А потом еще одного. Я все-таки оббежал остров по кругу. Правда, не весь, потому что это не остров, а сраное болото. В верхней его части через сеть рек был еще один остров, но туда забегать я уже не захотел.
Дома я скрафтил сет скрытной брони, продолжил переплавку, улучшил лук, остаток времени прошел незаметно за какими-то повседневными делами. Как в принципе и 15-й день. Я занимался всем и ничем одновременно. Побегал по черному лесу, зачистил пару гробниц, но знака с местоположением следующего босса так и не нашел, а ведь уже шел 15-й день. Сегодня я поставил второй сундук и пошел исследовать темный лес в верхней части острова. Бегал здесь я долго, настолько, что... Да, уже 17-й день, а я все еще бегаю по черному лесу. И неважно, были это катакомбы со скелетами, руины, я проверил уже около 5 или больше пещер и столько же руин. И вот, наконец-то. Спасибо, о священный рандом. Наконец-то, теперь надо готовиться к сражению. Не знаю, может быть мне правда нужно сделать бронзовый доспех? Я все еще был в этом не уверен. В это время дома повырастали деревья, которые я насадил. Теперь буду фармить лес прямо возле дома. Я выдолбил неподалеку от дома кусок скалы, чтобы в будущем ставить там порталы. А еще я начал уставать крафтить стрелы, как-то слишком быстро они заканчиваются. Но видимо такова жизнь среднестатистического викинга-лучника. Почти в конце этого дня я успел построить небольшой корабль. Для сражения с боссом было готово почти все. Осталось решить, в какой броне мне выступать. Думал я недолго и понял, что крафтить бронзовый сет все равно придется, так как дальше меня будет ждать более опасная местность. И броня из тролля с ней вряд ли справится. Поэтому я не стал сопротивляться и сделал доспехи. Тем более, что материалов мне хватало. Хотя нет, мне нужны были оленьи шкуры. И запомните, там, где не поможет лук, выручит кинжал. Доспехи я скрафтил. Да, их вес ощущается моментально. Персонаж заметно медленнее двигается. Я решил, что до сражения с боссом нужно сделать еще одну вещь. Котел для готовки, чтобы получше запастись здоровьем и стаминой. Правда, для этого надо будет сходить в лес за оловом еще раз. Пока что котел я поставил снаружи, и пока я лавировал между рубкой древесины и строительством, день подошел к концу. Приготовив пару блюд для сражения с боссом, я присел на дорожку. Герою нужно было получить заряд бодрости, а мне сходить в туалет. Заблаговременно я захватил ресурсов для создания портала, чтобы в случае чего сразу же телепортироваться сюда. Не хотелось так далеко отходить от дома, но меня звали приключения. Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. Блин, вы только посмотрите на это. Пока я доплыл, отдохнувшее состояние исчезло, а здешние обитатели выбежали всей сворой, чтобы меня поприветствовать. Пришлось отбиваться. Вот и оно, место призыва. Вот только я не взял нужные семена. Я кинул несколько костров, потому что где-то видел, что босс может загореться при контакте с ними. Потом вернулся домой, решил все-таки надеть легкую броню и надеяться на то, что этот бой я переживу. Пути назад нет. В спешке я кинул еще пару костров под место его спавна, и огонь довольно неплохо его продамажил. Но дальше приходилось справляться только своими силами.
И это вроде бы было легко. Я из интереса захотел попасть под его дальнюю атаку и чуть не умер. Дальше я уже на полусжатом продолжал сражаться и не высовываться лишний раз. И древний пал. Я поплыл домой. Остаток вечера прошел незаметно. В основном я отбивал забредших сюда дворфов, а после со спокойной душой лег спать, ведь второй босс был побежден. Настал 21 день, и 1/5 часть видео неожиданно быстро закончилась. Спустя это время я наконец-то набрался смелости попросить вас поставить лайк под видео, подписаться и оставить комментарий. Ведь если вы досмотрели до этого момента, значит чем-то это видео вам приглянулось. Моей же целью для этого видео было, во-первых, пройти игру полностью, хотя бы раз. Хотя, я думаю, у меня может не получиться пройти игру даже за 100 дней. Ну и вторая цель – создать атмосферное и приятное видео. Это первый видос такого формата и такой длины для меня. Надеюсь, оно получится хорошим. Но не будем тянуть кота за яйца. Сегодня мне нужно было сделать очень много вещей. Поставить голову второго босса на жертвенный камень, собрать ресурсов на еще 2 портала, а затем отправиться в плавание, чтобы найти новый биом – болото. И естественно, чтобы не утруждать вас наблюдать за этими не очень веселыми действиями, все это я сделал за кадром. Плюс я добыл еще шкур тролля и улучшил броню, пока решил быть именно в легкой броне. Мне очень нравится то, как резво персонаж в ней двигается. Я построил 2 портала, один с названием болото, а второй с названием резерв. На случай, если я застряну где-то и мне срочно нужно будет вернуться домой, я смогу построить на месте портал, привязать его к резервному и вернуться домой. К слову, портал ко второму боссу я изменил и назвал его резерв 2, на всякий случай. И плавал я долго, да еще и против ветра. И нашел первый болотный биом я только на... Я даже не знаю, какой сегодня день, поэтому напишу его текстом на экране, уж не обессудьте. Первым делом мне нужно было добыть класс грейдварфов для постройки портала, чтобы в случае, если моя снаряга сломается, я мог сразу же побежать домой и починить ее. И вот мой первый поход на болото. Что-то подсказывало мне, что стоило взять медную бронь, но я решил, что справлюсь и так. И ничего, кроме отвращения, меня здесь не ждало. Пожеванный прошлогодний холодец, пиявки, драугры, больше похожие на то, будто кто-то полгода ковырялся в носу, а потом вся эта масса ожила и взяла в руки оружие. И да, я снова умер. Чертов холодец отравил меня аж на 20 секунд, и моих 50 хп не хватило. И угадайте, что случилось после того, как я убил этот ходячий холодец? Хотя нет, эта хрень похожа на сопли еще больше. Эта штука разделилась надвое. Это не биом, это жопа полная. Чувствую, я здесь еще дней на 20. На 24-й день я встретил это. И... Я не хочу в это больше играть, ну как так быстро вот это превратилось в это? Я вернулся домой, сравнил медную броню с броней тролля, и да, броня тролля уже была улучшена мною, но все равно, именно сейчас статы этих 2 доспехов были равны, поэтому смысла брать тяжелую броню я не видел. Ну и я вернулся обратно в ад, игровой, но все же ад. Я решил оббежать болото со стороны леса, но даже оттуда не мог разглядеть каких-нибудь шахт, а ведь именно они сейчас мне и были нужны. Где-то тут должно быть железо, поэтому я решил сменить тактику. Я сел на корабль и поплыл вдоль берега, надеясь увидеть шахту со стороны моря. И наконец-то, спустя, да я даже не знаю сколько времени, за временем я следить не успевал, обстановка была слишком опасной и забирала все мое внимание. Словом, я нашел первую и, надеюсь, не единственную шахту. К слову, сразу скажу вам, что я не плавал каждый раз на корабле от этого острова домой, а использовал обходной путь для транспортировки руды, ведь через портал проносить руду нельзя. Как я это делал? Да все просто.
Фармим руду, потом тем же персонажем заходим в новый мир и выкладываем руду в сундук. Затем в основном мире телепортируемся домой, опять выходим и заходим в мир с сундуком, забираем руду и заходим обратно в основной мир, где мы до этого уже телепортировались. Да, я уверен, здесь ваши мнения разойдутся. Кто-то согласно кивнет, а кто-то осудит меня за использование, так сказать, уязвимостей игровых механик. Но я надеюсь, даже вы поймете меня, ведь до настоящего момента я проходил игру в одиночку. За 20 дней я убил 2 самых слабых боссов. Я потратил около 3 дней только на то, чтобы найти этот остров. И сколько бы я потратил еще, чтобы перевозить руду туда-сюда раз за разом. В общем, хоть это в некотором смысле и жульничество, я считаю его оправданным. Ведь все равно эти часы плавания не вошли бы в этот ролик, потому что там и показывать-то толком нечего. Плюс мне нужно успеть за 100 дней сделать как можно больше. Я переплавил первую партию слитков и первым делом скрафтил лук. Я ведь отыгрываю лучника, ведь так? Ну а потом я вернулся обратно к фарму. Железный лук наносил всего лишь на 2 единицы урона больше, так что жизнь моя легче не стала, поэтому я сразу же его улучшила, ради еще пары единиц урона, и продолжил фарм. Почти все кадры гринда ресурсов я решил оставить за кадром, потому что гриндить приходилось чертовски много. Железо, а вместе с ними древесина, обычная для угля и качественная для разного рода крафтов. Единственное, я решил все-таки лечь спать, чтобы хотя бы узнать, какой сегодня день по счету. Я еще пофармил руды, вычистил эти катакомбы полностью и пошел плавить слитки дальше. Построил крюки для готовки мяса и, к слову, про гринд. Побежал в черный лес собрать то, что раньше бросал. Семена моркови, чертополох и прочие травы. А все потому, что теперь с котлом открывалось много новых рецептов еды, а ведь именно еда добавляет нам здоровье и выносливость. Наконец-то я скрафтил железную броню, точнее чешуйчатую, и выглядит она круто. Конечно, она такая же тяжелая, но если подсуммировать очки брони от каждого элемента доспеха, то там больше 10 единиц брони, так что думаю, это вполне неплохо. Гляньте, как долго я плыл к 3-му боссу. И это все ради того, чтобы найти такой маленький остров, а ведь я собирался потратить еще несколько дней на фарм руды, чтобы усилить оружие, ну и оставить что-нибудь для будущей стройки. А нет, стойте, все-таки здесь есть по крайней мере одна шахта. Ну тогда понеслась. Кстати, совсем забыла, в морских плаваниях между островами я где-то трижды натыкался на живые острова. К сожалению, это я не записал, но те, кто играл, знают, там ничего особенного нет. Просто небольшой островок с рудой, который уходит под воду после разбития пары кучек залежей. И эти чешуйки, кажется, для меня чертовски важны, а все потому, что из них крафтится кинжал. Но мне не хватает древесины, так что сейчас я срублю пару березок за кадром. Я его сделал. А еще сделал гарпун, который поможет убивать морских змеев. Я пока их не встречал, что довольно странно, учитывая то, что я несколько дней плавал между островами. Но если я наткнусь на такого, обязательно вам это покажу. Но сейчас я хочу остановиться на кинжале. Только после его крафта я понял еще одно преимущество этого чудо-оружия. Плюс в том, что я смогу чинить его у верстака. Соответственно, для починки мне не нужно будет возвращаться домой. И знаете, сегодня ведь был 27-й день. А вот и нет, уже прошло гораздо больше. И сегодня уже... После всего этого мрака на болотах, бесконечного гринда железа, страха, что сейчас сзади подкрадется какая-то херь, мне захотелось покоя. Я слегка изменил дом, на фоне плавилась руда, а я мог спокойно заняться менее важными делами, чем битвы с боссом. Скажу честно, это время я играл чисто в свое удовольствие и почти ничего не записывал. В то время как плавилась вторая партия железа, я поехал в черный лес за цельной древесиной. Построил загон для животных, скамью для посиделок под березкой, потом загнал животных. Чуть не убил их по пути, потому что напали грейдварфы, но мирная жизнь медленно подходила к концу. Сражение с 3-м боссом было неотвратимо. Я понимал, что в одиночку с одним луком наперевес я этот бой не вытяну, поэтому я попросил друга мне помочь. Не смотрите на его ник, он вполне взрослый и серьезный человек, так же как и я. А еще ведь я не мог сражаться ничем, кроме лука и кинжала, из-за того, что отыгрывал роль лучника, да и в целом, помощь никогда не может быть лишней.
И только после победы над боссом я понял, что в одиночку я бы точно не справился. Но давайте по порядку. А начну я с того, что электричество, да, это я о реальной жизни, у меня было только 2 часа, а затем все вырубалось, и я сидел без света. Так что нам нужно было как-нибудь управиться хотя бы за эти самые 2 часа. Что? Думаете, это дофига времени? Мы тоже так думали. Начнем с того, что я полностью запорол подготовительный этап. Если бы не друг, у нас вообще бы не было медовухи для сопротивления к отравлению, а для этого босса она просто необходима. А все потому, что этот босс это большой жирный кусок холодца, который любит швыряться скелетами и холодцом поменьше, и еще блевать ядом каждую минуту. Благо, у моего друга было около 8 или 10 медовух, 2 из которых он на всякий случай дал мне. Я ведь сражался в дальнем бою, а именно он с дубиной наперевес брал на себя большинство урона и страданий. Вот мы плюс-минус подготовились к бою. Я взял с собой больше 300 стрел. В основном это были самые простые стрелы, но также немного железных, кремниевых и огненных. Хотя это меня не спасло. Стрелы наносили этому боссу минимум урона, около 8 единиц, если быть точным. А вот к дубине друга босс имел особое отношение, а именно уязвимость. И если бы не он, да впрочем, что тут говорить, посмотрите сами, сколько урона наносила моя стрела и удар булавы моего друга. Перед началом боя я поставил лестницу на дерево, в надежде на то, что смогу спокойно себе крыть босса дальним огнем, параллельно попивая чаек. Но по факту бой был такой хаотичный, что скорее напоминало не тактику и стратегию, а вот это. Тем не менее, хоть все шло и медленно, но жизни босса плавно уменьшались. Когда я был в трудном положении, друг отвлекал босса на себя, и наоборот. Пока один пытался ударить босса, второй мог прикрывать, уничтожая только что появившихся скелетов и кусков слизи, хотя получалось это довольно не всегда и не сразу. В этом проклятом месте все было против нас, даже вода замедляла наш бег, когда мы пытались убежать от босса или толпы его помощников. Чёртова вода. Хотя что тут странного, это же болото. Знал бы я, что так будет, может попытался бы хотя бы выровнять все эти ямы, чтобы наше сражение не напоминало поездку пьяных мужиков на Ниве. И вот так мы, как однокрылая чайка, сражались с массой костей, пока друга не вывели из строя. И на короткий промежуток времени, пока он восстанавливался и бежал забрать свои вещи, я остался один, с луком и кинжалом. Да, веселье продолжалось и даже не думало заканчиваться. Я попытался забраться на дерево, к которому я пристраивал лестницу в начале боя, но из-за того, что я рукожоп и не смог изначально нормально построить лестницу, я оказался в тупике. Верстак босс уничтожил, и достроить часть лестницы сейчас я не мог. Хотя рукопашные атаки босса меня не доставали, но его яд еще как. И с оставшимися 20 хп я решил перепрыгнуть его, и угадайте, почему это было плохой идеей. Я откинулся, да еще и прямо там, где и мой друг. Знаете, пересматривать это на повторе еще веселее. Я испугался, что босс может исчезнуть, и тогда все придется начинать сначала, но, слава богу, игра над нами смилостивилась. Пока я забирал свои вещи, друг уже вовсю сражался, и я решил, что стамина восстанавливается слишком медленно, поэтому бросил поле боя и пошел отдыхать. Но после сражение продолжилось, вот только не с боссом. Я убегал от толпы разъяренных мобов с десятком хп на борту, а тут еще этот сраный призрак, Карл. Призрак. Знаете, что может быть круче, чем сраный призрак на хвосте? Правильно, 2 сраных призрака. Ну и я опять умер. И вот вам ведь видно, что у босса осталось меньше трети здоровья, но сражение от этого легче не становилось. Что я, что мой друг были заняты толпами мобов. У него заканчивались медовухи, а у меня уже закончились. Но я облюбовал себе новое место для сражения. Заваленное дерево, с которого атаковать босса было довольно удобно даже в рукопашной атаке, поскольку он меня не мог достать, а я его еще как. Но своим ядом он меня все равно цеплял. Тем не менее, это было довольно неплохое место, если бы не эти сраные скелеты-ассасины, которые это дерево у меня отжали. В общем, мы потихоньку уничтожали босса, параллельно убегая домой починить оружие. Выглядит это не очень эпично, но если ваша вечеринка не похожа на эту, то меня можете даже не звать.
У босса оставалось так мало хп, но в то же время без медовух нам было чертовски трудно с ним сражаться. Особенно другу, ведь он мог рассчитывать только на ближний бой. И мы умирали снова и снова, то по очереди, то оба сразу. Но все же заваленное деревце сыграло в этом бою довольно важную роль, ведь именно с него, или же только с него, я мог спокойно атаковать кинжалом этот мешок с дерьмом. Оказалось, мы сражались так долго, что искусственный интеллект мобов успел бы эволюционировать, превратиться в Skynet и захватить наш мир. А потом еще и закончились стрелы, да и лук уже был на грани. Но совместными силами мы наконец-то одолели босса. И чтобы вы понимали, наш бой длился около 1,5 часов реального времени. Мы были вне себя от радости, но ворон остудил наш пыл. И как же было приятно возвращаться домой после всего этого пи***ца, который длился, по ощущениям, бесконечность. И вот, свет у меня был только 2 часа, и сразили босса мы буквально за 10 минут до отключения этого самого света. Этот бой точно войдет в историю. Мы повесили один трофей на жертвенные камни, а второй оставался в наших карманах. Это была душка, которая в будущем поможет искать руду в новом биоме. И вот мы наконец-то смогли выдохнуть с облегчением и отметить победу танцем. Суммарно за это сражение мы умерли 9 раз, но все-таки победили. Загуглите, пожалуйста, не поставили ли мы рекорд по длительности сражения с этим боссом, а то мало ли. И вот мы попрощались. По-своему. Нет, не так. И разошлись по своим мирам. Ну и как же приятно вернуться к повседневной рутине после всего этого пиздекшена. Хотя, признаться, после сражения босса я целую неделю только и был занят тем, что монтировал вот этот обзор на Вальхейм. Буду рад, если вы его посмотрите. Как по мне, он получился довольно хорошим. Соответственно, за это время я выдохнул. Желание поиграть в Вальхейм опять появилось. И как только я открыл игру, я тут же вспомнил, что я должен буду сделать первым делом. Я должен собрать полный сет брони из этой мерзости. Играть за лучника мне не разонравилось ни капли, поэтому понеслась. И чтобы вам было не так скучно, разнообразим игровой процесс авторской песней. Вот только вернувшись в дом, по которому я уже успел соскучиться, я увидел, что прирученные мною кабаны умерли. Ограждение было целое, значит умерли они от голода. Я настолько долго сражался с боссом, это жесть. Да, после этого песня станет куда грустнее. Без труда победив, сразу домой я пошел, но сражался 3 дня и кабанов не нашел. Это была беда, это была печаль, но я стрел накрафтил, побежал в болота, мерзость сразу нашел. Вся надежда на лук, пускай место пошел. Враг зацепился за сук, его атаковал прямо из-за куста. Я ненавидел его, он ненавидел меня. Вот так вот, с помощью песни вы скоротали часок другой игры. Первую мерзость я нашел буквально сразу, а вот потом мне стало лень искать. Время в реале было уже позднее, и мне не хотелось тратить последние часы игры на беготню, поэтому я потратил их на плавание. Дело в том, что раньше я отметил для себя один остров с большой горой, и поскольку у меня есть душка, то я спокойно себе могу прогуляться в горы и минимум добыть волчьих шкур для нового плаща. Я поставил портал, убедившись, что снежный биом здесь есть. Плюс ко всему здесь есть и равнины, а там меня пока что ожидает только полный капец. Поэтому я сразу забабахал себе мини-хижину, и мой поход в горы прервался из-за того, что персонаж очень быстро мерзнет и теряет хп, а медовуха, которая бы согревала нашего викинга, готовится аж 2 игровых дня. Поэтому я переключился на быка-ящеров. По виду это что-то среднее между, быком и ящером. А я уже хотел было сказать бизон или что-то типа того. Я никогда прежде не сражался с такой тварью, и выглядела она довольно свирепо. Поэтому я соорудил себе небольшое местечко на дереве в надежде на то, что оно меня спасет. И до поры до времени так и было, но потом оно сломалось.
Все же быкоящер был куда слабее, чем та же мерзость из болот, да и удары у него были не такие далекие, поэтому, пользуясь уязвимостью искусственного интеллекта, я потихоньку его убрал. А потом подумал, раз единожды это сработало, почему бы не сделать так еще раз? Построил что-то вроде «а хрен его знает, что это», и прочности этой хрени почти как раз хватило на то, чтобы я победил. А позже я наткнулся на несколько маленьких троллей, и хоть выглядели они слабыми, я понимал, что меня ждет боль, и старался держаться на расстоянии. Один их удар снимал достаточно много хп, так что опасения подтвердились. Я сделал вывод, что надо попытаться сходить в горы еще раз, но персонаж замерзал, и даже моя идея ставить по пути костры с треском провалилась из-за снегопада. Ну а потом меня убил комар смерти, и когда я возвращался за вещами, убил еще раз. Мною было решено вернуться на ненавидимые мною болота для собирания полного сета брони лучника. В это время как раз успеют приготовиться медовухи, что уберегут меня от мороза. Но я увидел, что открыл новый рецепт – камнерез. Вот только в моем доме уже не было места, и я решил построить еще один. Что-то вроде рабочей мастерской-склада. И вот что у меня получилось. В будущем я обязательно улучшу это здание, но пока что этого хватит. Знаете, почему я идиот? Потому что сказал, что пойду на болото, а сам вспомнил про медовуху от мороза и пошел в горы. Впервые я встретил пещеру, нашел волколака, которого довольно легко убил через дверь, а потом пришел его батя. И убил меня. Второй заход закончился поудачнее. Еще эти летучие мыши, вроде и мелочь, но после комара смерти я их до жути боялся, ибо не знал, какой урон они наносят. Спойлер низкий. Но это не все. В пещере был спуск вниз, где я встретил сразу двоих, я не знаю, что это, но их искусственный интеллект не был готов к такому повороту событий. Здесь я нашел очень интересные ресурсы, когти и шерсть. Я сразу вспомнил, что подписчики говорили мне что-то о когтях, как об оружии. Видимо, это оно и было. И благо я заметил одну мелочь. На стенах висели ткани, при разрушении которых мы получали еще больше шерсти. И если я все правильно помню, из нее можно скрафтить какую-то новую броню. Я вернулся домой, чтобы посмотреть новые рецепты и возможности. Броня давала стойкость и защиту от огня, но нужно было зачистить еще несколько пещер, плюс убить достаточно много волков. Но мне встретился дракон. Ваншотный дракон, это мне нравится. Хотя стрелял я стрелой из жала комара, а у него урон раза в 3 больше, чем от обычных стрел. Ну а потом еще и голем появился. Surprise, motherfucker! Я отстреливался, отступая, и в итоге он убежал. Я забрал шкуру волка, которого завалил голем, потом он, кстати, вернулся. Surprise, motherfucker! И завалил его я. Но как чертовски жаль, что из него ничего путного не выпало, только кристаллы и камень. Учитывая, что он медлительный и крепкий, думаю, дальше убивать их нет особого смысла, поскольку лучше пусть они помогают мне с волками драться. А вот и моя первая серебряная жила. Кирка была слишком слаба, поэтому я обдолбил руду по кругу, чтобы потом вам кое-что показать. И сразу побежал домой в надежде, что у меня хватит ресурсов на железную кирку. Да, хватит. А теперь смотрите. Я думал, что жила полностью рассыпется, но все же постепенно она раскрошилась до конца. И кирка почти не повредилась. Крутая фишка, я случайно увидел ее в каком-то видео. Потом я телепортировал все это через буферный мир. И, кстати, как видите, с помощью такого метода можно перенести кучу руды даже с перевесом. Ну и я начал ее плавить. Сегодня я решил сделать паузу в моем блогерском в скобках образе жизни. Я в кои-то веки встретился с друзьями, и мы обсудили мировые события за бутылочкой пивка. Спойлер, ничего особо хорошего мы не обсуждали, кроме аниме, но даже его мой друг не любит. Пожалуйста, поругайте его за это и посоветуйте ему крутое аниме в комментариях. Может, он зайдет в комменты, увидит, сколько вы всего написали и сломается наконец-то. Короче, вернулся я домой, и ночью дела с электричеством у меня обстояли раза в 2 лучше, чем днем.
Я сел немножко побегать и уж не знаю, что за видеоряд вы сейчас смотрите, потому что это время я играл не под запись. И хоть наиграл я не особо много, где-то часа 2-3, все же зря я это не записал, ибо за эти 3 часа я успел убить 2 мерзости и из этих трофеев наконец-то сделать себе поножи из корней. И этот сет хоть и выглядел как от садовника, но он был достаточно легким и давал прибавку в 15 уровней к навыку стрельбы, что позволяло мне стрелять заметно быстрее. Позднее часть серебряной руды переплавилась, и мне хватило ресурсов, чтобы скрафтить себе новый лук. Он был не особо лучше старого, но накидывал отравление на свою жертву, что давало не особо много, но все же 5 единиц урона ядом. Я не уверен, но может в будущем нам попадется босс с уязвимостью к яду, и этот лук тогда будет просто незаменим. В итоге с этим луком мне стало намного легче сражаться с мобами. За счет скорости стрельбы я успевал наносить больше урона, плюс немножко урона накидывал яд. И вот вроде у меня уже было и серебро, и шкуры волка, и я готов поклясться, что видел рецепт плаща из шкур волка. И я знал, что этот плащ позволит мне не замерзать в горном биоме. Но не знаю почему, такого рецепта крафта у меня еще не было. Но я увидел там рецепт плаща из шкуры быка-ящера. У меня было только 2 шкуры, но если я справился с ними со своим старым луком, то теперь-то я был просто уверен в своей победе. В итоге по ходу сражений я убил 3 и сделал себе новый плащ. Мою радость было не удержать. Он все так же спасал героя от холода, так что, черт, это настолько все упрощает, что я чертовски рад и готов покорять мир Вальхейма дальше. Броня из корней была такой легкой, что я подумал, а может мне ее и хватит? Но ведь был еще один сет, вроде бы легкой брони из шкур этих, не то шаманов, не то волколак, который я просто обязан попробовать. Но пока я продолжил добычу серебра. Надеюсь, вам было не скучно все это слушать, так как это происходило за кадром, но хоть вторую залежу серебра я аккуратно обдолбил за кадром тоже, самое сладкое оставил для записи уже на следующий день. А теперь, пока руда плавится, в подтверждение моим словам о том, как же приятно играть в этом сете брони, я покажу вам сражение с быкоящером. И еще одна приятная мелочь – это еда. Признаюсь, что готовка в Вальхейме мне не очень нравится, потому что здесь так много ресурсов, так много рецептов, что замаешься искать все ингредиенты, чтобы сделать нужное блюдо. Но с новой экипировкой эту проблему я решил. Теперь я мог спокойно убивать волков и быкоящеров, плюс нашел ягоду-морожку. И в сумме простая жарка мяса с этими ягодами дает неплохой буст характеристик, так что для меня этого пока вполне хватит. А вот очередное сражение с мерзостью. Тут разница менее заметна, но все же 15 очков к навыку стрельбы заметно ее ускорили. Все, хватит хаотичной игры, то болото, то горы, то равнины. Я знаю, что мне нужно делать дальше. Серебро все еще плавится, и в это время мне нужно найти больше пещер в горном биоме. Тогда я смогу сделать новую броню и оружие на замену моему кинжалу, который уже отставал от силы противников. Я нашел заброшенный домик в горах, а в нем лук. Новая еда – это всегда хорошо. Возможно, появятся новые простые рецепты, которые дадут больше очков выносливости или здоровья. Но пещер я не нашел. Зато нашел место, где голем сражался с волколаками, волками, а сверху это все крыл льдом дракон. Пока я отошел на безопасное расстояние и начал запись, они куда-то убежали и вернулся ко мне только голем. Я пытался искать останки волколак, но все было тщетно. Знаете, почему я ухожу? Я обшарил эту гору, забрал драконьи яйца и больше пещер я там не нашел. Поэтому... И о кайф, на этом острове, куда я плыл, был торговец. Я уже не помню, что он там продает, но, по-моему, у него были какие-то очень полезные ресурсы. Да, вот пояс, который увеличит максимально возможный переносимый груз на 150 килограмм. Так, надо тут немножко все обустроить. О, тролль, а ну-ка давайте посмотрим, как справится с ним мой новый лук. Воу, это было быстро. Эх, была у этого острова одна проблема. Горного биома здесь не было, поэтому я взял ресурсов для нового портала и поплыл дальше.
И вот он, какой-то огромный остров с большущей горой. На него я и сделал расчет. И не ошибся. Сразу я нашел руины с местоположением следующего босса и буквально через минуту еще одну пещеру. Почистил ее, я уже немножко освоился, и это почти не вызывало трудностей, кроме культистов, которые изрыгали пламя. И вроде бы мне должно хватить трофеев на создание нового смертоносного оружия. Я создал когти. У этого был только один минус. Для культистской брони мне не хватало меха ровно столько, сколько я и потратил на эти самые когти. Я не стал тянуть, пожарил еще еды и вернулся в горы. Ну наконец-то, истребив 3 волков, мне выпала волчья голова, и мои догадки подтвердились. Именно из-за этого у меня и не было рецепта волчьего плаща, из-за этой сраной головы. Да где эти сраные пещеры? Я уже пробегал почти целый час. Она сзади. Как вы уже давно заметили, со счета дней я уже давно сбился. За всеми этими занятиями и походами, да и упоминать в видео каждый день нет смысла, так как даже обыденные дела вроде готовки и пропашки занимают несколько дней, не то что все эти походы и блуждания. Ну, в общем, я зачистил пещеру и на радостях полетел домой. Сделал плащ из волка и примерил его. Знаете, если судить чисто внешне, сам плащ волка вроде бы круче, но подходит под корневой доспех больше плащ из быка-ящера. Ну, а потом я скрафтил сет брони из культиста, и она выглядит очень необычно и довольно интересно. Ускоряет бег, дает сопротивление к огню и улучшает рукопашные атаки на 15 уровней. В общем, я решил побегать в ней. Ничего нового до встречи с боссом вы больше не увидите, так как, по идее, я уже видел все, что может нам предложить горный биом. Руду, пещеры, врагов, даже яйца дракона, которые вроде как пригодятся нам для вызова этого самого босса. Ну и я надеюсь, вы будете не против, если все рутинные дела по типу готовки, прокачки навыков и брони я оставлю за кадром, а потом уже четко скажу, какой сегодня день. Да, уже 69-й день, вот это рывок. Не то чтобы раньше мы не пропускали дней, но этот раз мне прямо в глаза бросился. Пока вы смотрите, как преобразились парки при Собяне, как преобразился мой лагерь при мне же, я введу вас в курс вещей, которые произошли до этого дня. Я хотел улучшить броню, но даже полностью облазив гору, больше пещер так и не нашел. Вместо этого я улучшил себе лук 1 или 2 раза. Материалов из уже посещенных пещер хватило, чтобы раз прокачать все элементы этой самой темной брони. Также все это время я занимался мелкими улучшениями, собирал еду, подделывал дома в лагере, построил мостик и все такое. Сделал себе серебряный топор, которым деревья даже рубить страшно. И вот сейчас вы присоединяетесь ко мне, так как я задумал кое-что сделать. Для начала скрафтим серебряный доспех. В сравнении со старой броней это чертовски сильно замедляет персонажа, но ее броня аж в 2 раза лучше. Но пока я ее отложу и займусь следующим шагом, приближающему меня к новому боссу. Мы поплывем на остров, где обитает мать драконов. Надеюсь, там мы найдем новые пещеры и улучшим облачение Ферниса. Именно так оно и называется. Ну и пока мы плывем, я хочу показать вам кусочек из моего обзора на Вальхейм. Возможно, он вам понравится и вы захотите глянуть его целиком. Каждый мальчик должен пройти этот круг ада, чтобы стать полноценным викингом. Ну и, блин, как всегда, куда бы ты ни поплыл, ветер будет дуть тебе прямо в морду, чтобы ты плыл еще дольше. По пути мне попалось сразу 3 живых острова, ну и, пожалуй, добуду себе чешуек. Я не знаю, может там еще какие-то рецепты с ними есть. Фух, я почему-то думал, что эти острова это прям кракен на поверхности воды, и он будет меня атаковать, но, слава богу, нет.
Знаете, я не жадный, поэтому поплыл дальше. И царский рандом сделал на моем пути гигантский остров, который еще пришлось оплывать. Ну и потом, наконец-то, впервые за 70 дней игры я встретил водяного змея. Вытащил его на берег гарпуном, и местные жители помогли его убить. Правда, я сам от них едва отделался. Затем, когда я вернулся, мой корабль уже был разрушен. Благо, что ресурсы никуда не деваются после разрушения, и я построил его снова. Где-то на этой горе живет новый босс. Какая-то гора не очень удобная, слишком крутая. Ну, наконец-то, я на суше. Поставил портал в какой-то заброшенной хижине. Хорошо, что здесь есть кусочек луга. Это значит, что мои постройки будут в безопасности. Ну и я пошел глянуть, что же там за гора и как выглядит место призыва. Я уже понял, что для этого нужны будут яйца, ибо что еще с ними делать в этой игре, я не знаю. Но я должен был увидеть место призыва своими глазами. Так, ну, насколько я понял, это разъемы для драконьих яиц, а сюда нужно поставить трофей из дракона. Тут у меня опять пропало электричество, и на сегодня игра закончилась. Я прочекал всю гору и нашел пещеру. Внутри ничего особенного я не нашел пока что, а тут я чуть не обосрался. Но все же месть не заставила себя долго ждать. К сожалению, ничего кроме удочки тут не было, но учитывая то, что у торговца удочку я еще не покупал, эта штука должна мне пригодиться. И это все, что было в этой пещере. Но я нашел еще одну, и у меня случилось чувство дежавю. В этой пещере тоже почти ничего не было, и я уж подумал попытаться найти еще одну, но погода была не на моей стороне. В такую заметель я вряд ли вообще увижу что-нибудь. Поэтому я побежал домой, глянуть, смогу ли я улучшить костюм из имеющихся у меня ресурсов. Хватило только на одно улучшение. Я решил понемногу готовиться к будущему поединку. Пока не знаю, буду я в этой легкой броне или в броне волчьей. Все же вдвое больше защиты — это показатель. Но пока я поставил бродить медовуху для лечения и сделал луковый суп, дающий 60 единиц выносливости, колбаски, дающие здоровье, и немытую Мэри. Она тоже прибавляла выносливости, в то же время, как я понял, каждую секунду регенерировала 1 хп. А потом я увидел, что могу построить улучшение для своих навыков повара. Ну и я его сделал, и тут открылись еще лучшие рецепты, как раз после того, как я начал готовить. Но мне нужно было подождать, пока вырастет лук. Я хотел сделать себе мороженку, которая давала плюс 65 к выносливости, волчьи шпажки на 65 к здоровью и, возможно, вяленое мясо волка, что равномерно давало по 33 очка и к выносливости, и к здоровью. Так мой герой должен быть более универсален. Ну и я решил, что когда я запасусь всем необходимым, то пойду сражаться с боссом. Единственное, я пошел улучшил волчью броню, чтобы глянуть, как обновятся ее характеристики. Улучшив каждый элемент один раз, броня давала почти вдвое больше защиты. Скорее всего, буду драться именно в ней, а пока схожу и подготовлю поле боя. Я выровнял землю, поставил стену для защиты от дальних атак босса. Очевидно ведь, что у босса дракона будут дальние атаки. И знаете, тут надо сделать мемчик. Вода. Огонь. Воздух. Земля. Или вспомнить вот это. Монголы? Что здесь делают монголы? Чёртовы монголы! Эй, не смейте ломать мою стену, глупые монголы! Убирайтесь отсюда, гребаные монголы! Я огородил поле боя с 3 сторон, надеясь, что этого хватит, и пошел домой смотреть, что там с едой. По идее, медовуха варится 2 дня, а сколько растет лук и прочее, я, если честно, не знал. Но я думаю, что увидимся с вами мы уже после всего этого, прямо перед боем с боссом. Фух, да, подготовка слегка затянулась. Я еще раз улучшил лук, потом понял, что серебра больше нет, разрушил еще одну жилу и начал переплавку. Оно там до сих пор плавится, пока это нам не нужно.
А еще кинжал сделал из серебра. Когти мне нравятся и выглядят они круто, но они медленнее кинжала, хоть и наносят больший урон. 60 единиц от когтей и 25 единиц от кинжала. А еще я построил подвал под домом. Сейчас покажу. Пока что там ничего нет, в будущем думаю поставить там пару бродильных бочек и еще что-нибудь. А те сундуки под потолком наподобие тех, что возле плавилин. Так я смогу перемещать вещи в подвал, не спускаясь туда, что чертовски удобно. Ну а так, в целом, я не знаю, зачем я его построил, скорее потому, что никогда раньше этого не делал. И вот еда вроде бы приготовилась уже давно, да и я успел сделать до черта много всего. А потом я вспомнил еще одну деталь, что не позволит мне призвать босса. У меня нет трофея дракона. И я потратил около целого игрового дня только на то, чтобы такой трофей наконец-таки выпал. И вот только теперь с вами, наконец-то мы можем подготовиться. Снова надеть серебряную броню, забрать еду, скрафтить обсидиановых стрел и переместить яйца через буферный мир к боссу. Вот из-за таких вот левых чуваков я и оградил поле битвы стеной. И потом оказалось, что головы драконов здесь не нужны. Значит, я зря потратил игровой день. Я нашел неподалеку драконье яйцо, и оно тоже не стало в этот проем. Кстати, вот дыра от серебряной шилы, которую я нашел за кадром. В общем, я решил просто принести сюда оставшиеся яйца. Может быть, 4-й разъем это просто что-то вроде кнопки активации. Знаете, когда мы 1,5 часа с другом сражались с массой костей, психологически это было даже легче, чем представлять, как сейчас в одиночку я буду сражаться с новым боссом, которого я прежде даже в глаза не видел. Меня успокаивало лишь то, что я вроде как неплохо подготовился. Надеюсь, построенная мною стена в бою мне пригодится. К слову, был еще один нагнетающий момент. Через полчаса у меня пропадет электричество, так что, надеюсь, я не зря все это сейчас затеял и уложусь в это время. Иначе, не знаю, может босс пропадет и нужно будет начинать сначала. И потом я призвал босса и тут же сразу поел. Просто до последнего надеялся, что для призыва нужно будет что-то еще, но бой начался. Сфинктер тут же приобрел форму обручального колечка для карлика, руки задрожали, я в спешке скинул со стола миску с сухариками, которые целый час жарил до этого. Вот он, дракон. И стрелы довольно неплохо так снимали ему очки здоровья. Я почти сразу же понял, что бой будет не особо трудным. Правда, выйти из этого боя без урона вообще у меня не получилось. Из-за своих ошибок я несколько раз попадал то под дальние атаки, то под удар крылом, но все же знаете, хоть я и играл не в сетевом режиме, все же сражался с боссом я не один. Со мной сражалась вот эта стена. Она за бой приняла на себя столько урона, сколько не принял бы даже самый накачанный викинг. А теперь нужно камеру же выключить. Спасибо большое. Но хватит шутить, давайте подробно о бое. Как я заметил, у дракона было, кажись, 3 вида атаки. Он либо стрелял кристаллами с воздуха, но их контрила моя стена, либо дышал льдом, стоя уже на земле, но его атаку контрила моя стена, либо атаковал простой ближней атакой, подобравшись близко. Но, опять же, даже ближний бой почти всегда контрила моя стена. Черт, я должен поставить ей памятник после этого боя. К слову, я был уверен, что у дракона наверняка будет дальняя атака. Только сомневался, будет она огненная или морозная. И все же это я угадал. Поэтому мне пригодился плащ, что давал устойчивость к морозному модификатору урона. В отличие от плаща из быка-ящера, что защищал от огня, кажись, или льда. А в чем разница тогда? И бой длился всего-то каких-то там 10-12 минут. Я вышел уверенным победителем. Хотя сразу подумал, что Матерь Плачет это какая-то новая форма босса, или что босс призывает помощников после своей смерти. Потом я забрал трофей и какие-то сферы. И тут меня насторожило то, что эти сферы стакаются аж по 50 штук. Я надеюсь, не будет такого, что для этих сфер будет много разных рецептов и придется фармить их, чтобы скрафтить все виды оружия или каких-то предметов. Сражаться с этим боссом не трудно, но второй раз это не будет так интересно, и то, как дракон пролагивал, стоя на земле, будет бросаться в глаза еще сильнее. Кстати, не знаю как вам, мне этот момент с подготовкой поля боя и сооружением стен напомнил террарию, в которой я также готовился к бою с глазом Ктулху или червем.
И все же до финала осталось всего каких-то 20 дней. Поначалу время шло очень медленно, сейчас же наоборот. У меня закрадываются мысли, что за эти 20 дней полностью пройти игру у меня не получится. Но даже если такое случится, я досниму второе видео, где наконец-то пройду игру целиком. Итак, что же ждет нас дальше? Я пошел в свой первый рейд за ресурсами. Встретил гоблинов, которые поодиночке в принципе опасности не представляют, но поодиночке они ходят крайне редко. Все же навык лучника позволял стрелять достаточно быстро, и это очень сильно выручало. Здесь же быкоящеры, к которым я пока что не лез. У меня и так было достаточно их шкур, и комары смерти. Очень слабые, но очень назойливые и с высоким уроном. Настоящая опасность в равнинах наступала тогда, когда все эти ребята нападали на тебя вместе. Тогда тебя могло спасти только лишь бегство. Хотя не только тогда. Здесь я встретил куски слизей, которые так, полюбил в болотах. Но эти еще и плевались с дальнего расстояния, сильно тебя замедляя. И достаточно 2-3 таких куска соплей, чтобы тебя убить. Ибо даже 150 единиц выносливости может не хватить, чтобы отбежать после их плевка. Он чертовски сильно замедлял, и уйти было крайне сложно. А вот мой первый рейд, но здесь ничего такого не было, лишь новый моб, какой-то шаман, что накидывал щит на простых мобов. Но сначала я выманил их, а самого шамана убрал ловким дальним выстрелом. В этом небольшом лагере интересного особо ничего не было, только пшеница и лен. Собрал я и то, и другое, естественно. Вычитал в интернете, что лен растет только в равнинах, поэтому высадил его возле башни, что ближе к лесу. Надеюсь, мобы его не уничтожат, они ведь сами выращивают его на своей базе, так? Потом я задался вопросом, а что дальше? Ресурсов новых нет, рецептов нет, только спустя пару проверок рецептов я заметил стол ремесленника, что открывал рецепты для новых печей. Ну и они мне нужны 100%. Только для них железо нужно, а это значит, опять возвращаемся на болото. Но теперь мы хотя бы намного сильнее. Этот процесс я, скорее всего, не вставлю в видео, ведь, глядя на болото, можно сказать то же, что и глядя на Еву Эльфи в каком-нибудь видео в ТикТоке. Ну что мы там не видели? Хотя, признаться, из-за того, что я торопился, моментами испытывал настоящие трудности, когда на меня нападали сразу 2 призрака, драугры, лучники, да еще и слизь. Кстати, напишите в комментарии, почему вдруг в лугах рядом с моим домом начали спавниться и скелеты, и шаманы, и грейдварфы с дубинами, ведь раньше луг был самым спокойным местом, потому-то я здесь и построился. А сейчас кто-нибудь обязательно прибегает ко мне каждую минуту. Это, если честно, уже достало. Сперва я хотел поставить доменную печь прямо в подвале, но он был слишком низок. Пока кинул ее здесь, а в будущем мы, возможно, все это подделаем. А вот печь для выпечки я поставил прямо в подвале. Надеюсь, дым будет достаточно высоко, чтобы персонаж не начал им задыхаться. Дерево расходилось очень быстро, ведь нужно было много угля. Я решил, что нужно сразу пойти и серьезно запастись деревом. Потом я решил проверить, как там ячмень поживает, а оказалось, что в этой среде он не растет. Ну окей. А вот лен на равнинах был в порядке, только он еще не вырос. А вот сам Один почтил нас своим присутствием. Но сейчас я искал ячмень, и остальное было для меня неважно. Но на этом острове ячменя больше не было. Стоит ли говорить, что в равнинах мне приходилось быть осторожным, часто смотреть вокруг в поисках комаров-убийц, и когда я возвращался, лен уже успел созреть. Смерти я давно уже не считаю, потому что их стало слишком много. Я поставил ткацкий станок и побежал обратно на равнины, но в этот раз за качественной древесиной. И отправился я на тот остров, где впервые посетил горы и эти самые равнины, в надежде, что может быть тут будет деревня дураков, деревня этих маленьких засранцев. К слову, до меня наконец-то дошло, почему это тролли такие маленькие, хотя на деле очень опасные. Это очередная хитрость разработчиков. Будучи такими маленькими, они легко могут прятаться в траве и застать нас внезапно. Плюс мелкие комары, которые в одиночку не так уж и опасны, но одновременно сражаться, скажем, с 2 троллями и комаром уже будет немножко проблематично. Уклоняться от атак комара у меня почти никогда не получалось. Если у других существ при ударе есть замах, дающий мгновение на уворот или блок, то комары атаковали молниеносно.
Но на этом острове не было ни одной деревни. Это значило, что меня ждет очередное плавание, но сперва починка оружия, сбор руды, проверка ткацкого верстака. И, к слову, вот и новый рецепт, какая-то тяжелая броня. Но для нее нужно будет очень много нитей и железа. Пока мне это не грозит, так что нужно найти ячмень. Я хочу попробовать испечь свой первый хлеб. И заплыл я недалеко, буквально к соседнему острову. Потом увидел на берегу деревню и понял, мне однозначно сюда. Теперь бы найти темный лес и ресурсы для портала, а то вдруг меня завалят, я ведь не могу сюда добраться без корабля. И вот, блин, походу как раз на этом острове черного леса и нет. Сначала я хотел оббежать его по кругу, но забежал в туманные земли, и бежал я в потемках достаточно далеко. Нашел какую-то пирамиду из мрамора и дружественных мобов, но я понятия не имею, что здесь делать, поэтому вернулся обратно, по добру по здорову. На обратном пути решил все-таки зачистить одну деревеньку, поэтому... Я уже и забыл, что у меня есть хилки, а они ведь чертовски полезны. В общем, я уплыл с этого острова. Искать черный лес будет слишком долгим процессом, да и даже найди я его, я ведь не построил нового портала у себя дома. Да ну ничего, ячмень есть, а другие ресурсы я смогу добыть на уже посещенных лугах. Враги ведь спавнятся бесконечно, судя по тому, что у меня дома каждую минуту какой-то гримлинг да забежит. Рядом с той же башней, где уже рос лен, я посадил и ячмень и построил в этой башне портал. Потом построил мельницу. Мне хотелось застроить этот участок так, чтобы он выглядел красиво и был приятен для глаз. Надеюсь, что, конечно, в будущем я его еще подделаю, но пока что сойдет и так. Ну и потом на меня напали тролли. Черт, так хотелось верить в то, что луга — это безопасное место. Ну, сначала я попытался отвести их от деревни. Я представляю, какой у них урон и что они сделают с моими постройками. И потом я разделался с ними по одному. Это была слегка напряженная схватка. Один плюс, теперь у меня много руды и не надо будет ее даже телепортировать. После я вспомнил, что хотел улучшить котел, а то вроде и муки намолол, а хлеб сделать не могу. Места под кухонную утварь для улучшения котла у меня не хватало, поэтому я немножко схитрил и поставил ее в подвале. Некоторое время после я бегал по равнинам, искал разные ресурсы. В целом, я просто ждал, чтобы вырос ячмень и лен. Тогда я смогу скрафтить новую броню и не так сильно опасаться мобов в этом биоме. Я был готов уже даже снимать мой любимый сет брони, потому что в нем нужно было играть достаточно аккуратно. Вернувшись в свою башню, я увидел, как тролли рушат мои посевы, и они разломали почти весь мой ячмень. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты. Недолго думая, я решил возвести стену, неуязвимую стену и без лишних инструментов. Но камня для этого дела нужно было куда больше, и я решил попробовать разрушить вот этот вот огромный каменный столб. А что, почему бы и нет? И вот за что я не люблю Вальхейм, так это за то, что когда начинаешь заниматься своими делами в каком-то другом биоме, тут же начинают прибегать всякие и отвлекать тебя от работы. Здравствуйте, меня зовут Максим, из компании Reflame. Все, теперь мои посевы защищены, можно выдыхать. А вот про хлеб в печи я совсем забыл, почему-то думал, что его выкинет так же, как и руду, а он превратился в уголь, как любая другая пища. Да, в общем, пока посевы не выросли, я решил побежать в черный лес, поискать ядра для новых порталов, ведь посев ячменя был почти уничтожен. Помните, как долго я искал древнего, второго босса? С того времени осталась куча меток в черном лесу, так что искать катакомбы долго не придется, они уже отмечены. Но забавно то, что по пути я наткнулся на катакомбы, которые не были отмечены. Ну и стоит ли говорить, что с новым оружием и броней сражения здесь не вызывают ни малейших трудностей. И хотите, расскажу вам один лайфхак? Я уверен, об этом знают многие, потому что я узнал о нем еще в детстве, но все же, знаете, как пройти любой лабиринт? Будь то в жизни или в игре, неважно. Суть в том, чтобы постоянно идти только под левой или только под правой стеной. Вот так, все время поворачивая в одну сторону, вы будете огибать все сплетения пещеры, и рано или поздно дойдете к ее выходу. Такой способ отлично помогает проверять каждый уголок пещеры, не паря себя мыслями о том, а залутал ли ты вот это место или нет. Вторая шахта, как оказалось, уже была мною зачищена, но потом я нашел третью, и 17 ядер мне пока что хватит.
Пока я ждал переработку льна, чтобы попробовать скрафтить новые доспехи, земля начала трястись. Два великана напали на мой лагерь, но разве у них есть какие-то шансы против моего лука? А нет, уже 3. И раз у меня накопилось так много шкур, я решил улучшить старую броню из тролля по максимуму. И знаете, броня достигла 4 уровня и по прочности стала почти как мои теперешние доспехи. 12 к 14 единицам защиты. Это значит, что можно не крафтить новую броню, а улучшать старую. Например, броню из корней, которая поднимает уровень стрельбы на 15 единиц. Но искать мерзости и тратить время на гринд сейчас мне не хотелось. Как-никак осталось всего 10 дней. И вот вроде бы ресурсов должно как раз хватить, и я скрафтил обитую броню. Очередная тяжелая броня, пока побегаем в ней, посмотрим, как она покажет себя в равнинах. Ну и поскольку на нее нужно только железо и нити, которые не нуждаются в особом гринде, можно будет в будущем ее улучшить. Немножко позже я проверил посевы, но до созревания им было еще далеко. И... я отправился в плавание на тот самый остров, куда заплыл раньше, но теперь с материалами для портала. Причалив к берегу, я сразу же решил напасть на ближайшее поселение и потом его занять, но врагов было слишком много. И я умер. Снарядив серебряную броню и поев для стамины, я отправился в забег за своим шматьем, в надежде, что смогу, если что, переплыть реку к тому самому острову. Но нет, это слишком далеко. Я вспомнил все уроки Бэра Гриллза о выживании, попробовал добыть ресурсов прямо здесь, на месте, но даже для самого слабого плота нужны были кабаньи шкуры, и мне пришлось возвращаться обратно. Плыть пришлось против ветра, так что заняло это времени немало, а тут еще эти странные тролли. Каким-то чудом я убежал от быка-ящера и забрал свою экипировку. Моя месть начиналась прямо сейчас. Бой чуток затянулся, но все же главное, что я остался в живых. Потом я надолбил дерево, поставил портал и наконец-то выдохнул. И чтобы скорее отойти от последних событий, занялся делами рутинными. Чуваки, 95-й день. Я зачистил от железной руды 2 шахты, думаю, этого должно хватить. Вот только бежать домой очень далеко. Еще и мерзость. 2 мерзости. Воу, ну прям все для того, чтобы я улучшил этот сет. Казалось, что это болото живое и не хочет меня отсюда выпускать. Сначала мерзость, потом еще одна мерзость, теперь куча скелетов. Но все же я добежал к своей башне. Зерновые почти дозрели. Я прибежал домой, забрал железную руду из 2-го мира и принялся за переплавку, параллельно смотря, как можно улучшить корневую броню. И прокачать ее можно было только до 3-го уровня, и в сравнении с броней Ферниса она все равно была слабее, так что я решил облачиться в черный доспех. Пройдя за качественной древесиной, я увидел троллей. Здесь, в лугах, а это норма вообще. Я просто специально строился в самом спокойном биоме, а здесь вот оказывается, что может происходить. Зачем мне нужна была качественная древесина? Да вот для этого. Эх, приятно даже посмотреть на них, в голове сразу прокручиваются все драки и весь гринд, через который я прошел ради каждого из этих доспехов.
Чувствую себя эдаким Тони Старком, который смотрит на все свои костюмы. Наверняка, пока я тут ковырялся, посевы уже выросли. И да, правда, почти весь ячмень и половину льна я посеял обратно. На хлеб, насколько я успел заметить, ушло достаточно много ячменя. Правда, тогда же я тот самый хлеб сжег нахрен. Позже я обновил сундук для еды. Решил, что пора бы обновлять систему хранения. Мне нравилось, что руду для этих сундуков не надо фармить киркой, достаточно просто сражаться. А механики сражения мне здесь нравятся, поэтому 6 слитков на сундук я не пожалел. К тому же это чертовски удобно, теперь вся еда влезает в один сундук. К тому же он находится прямо над котлом. Ну и еще некоторое время я потратил на бытовые нужды. Перенес остатки одежды на склад, улучшил нож на пару уровней и накрафтил стрел. Ведь... нам нужно больше ресурсов, нам нужно больше драк. Пусть тролли берегутся, ведь я одеваю отделанную броню. Знаете, кого эти ребята ненавидят больше, чем меня? Своего создателя, который заставил их заспавниться на вышках, но не научил пользоваться лестницами. Вся деревня была зачищена, а вышка активирована. Я телепортнул руду домой и продолжил переплавку, так как добытое железо еще не успело доплавиться. Кто-то скажет, построй больше печей, а что я, мне и так хорошо. Не знаю почему, но меня устраивает и так, ведь в это время я могу заняться другими делами. Так, например, сейчас я пошел глянуть, как там мои посевы льна и пшеницы. Правда, они слегка не успели дозреть. Я решил, что посеяно достаточно, там как-никак по несколько десятков обоих культур, так что эти я пущу в производство. А вот и мой первый хлеб, не знаю почему, но это так приятно. И здесь, 99-й день, но давайте официально. Знаете, наверное, это был знак того, что последние дни игры должны закончиться мирно. Я забросил ресурсы на переработку, а сам схватил кошель с шекелями и побежал к торговцу. Купил наживку, чтобы сесть и спокойно порыбачить, а на сдачу взял 1 громовый камень и 1 плоть Эмира. Не знаю зачем, вернее знаю, открылись новые рецепты. Мусоросжигатель и какой-то молот. Я понял, что просто обязан это построить. Особенно мусоросжигатель, потому что регулярные нападения гримлингов оставляют после себя много мусора, который некуда девать. Вот только меди на его постройку мне не хватило. И что делать? Я побежал в черный лес. Я долго думал, где его лучше поставить, но так и не придумал. Ну что, проверим его в работе? Закидываем барахло, и я уж испугался, что меня сейчас молнией шарахнет. И что там, уголь? Ну, если честно, я ожидал чего-то большего. Думал, что там будет какой-то другой уникальный ресурс с повсеместным применением, но уголь тоже неплохо. Жаль только, что ресурсов из него выходит не очень-то и много. 100-й день. Я уверен, многие из вас надеялись, что конец этого видео закончится эпично в битве с очередным боссом, но вместо этого я взял удочку и пошел рыбачить. Последний день мне хотелось провести мирно и спокойно, вдали от суеты, чтобы подвести итоги этого чертовски длинного и, наверное, интересного прохождения. Что же касается еще 2 боссов, которых я не успел одолеть, напишите в комментарии, прямо рядом с теми 2 другими, что вы уже написали.
Или сколько раз за видео я просил вас написать комментарий, если хотите продолжение. Я без проблем сделаю вторую часть, если она вам будет интересна. В ней я разберусь с оставшимися боссами и наконец-то полностью пройду Вальхейм впервые за 300 часов игры, которые уже успели накапать. Улучшу дом, дострою поселение до полноценной деревни викингов, попробую все рецепты крафта, открою всю броню, ну и все остальное. Сейчас же я сосредоточился на рыбалке, которая, к слову, была не такой же легкой. На нее тратилась выносливость, чего я не ожидал, и рыба могла сорваться. Черт, даже рыбу поймать не способен. Но приятно видеть, что разработчики сделали рыбалку непростым однокнопочным кликером. Позже я решил, что возможно вместе с врагами в разных биомах усложняется и рыбалка, поэтому вернулся обратно в родные луга и продолжил это дело. Я даже не заметил, как день плавно перешел в вечер. Самое время подвести итоги, подсуммировать все, через что мы прошли, ну и оценить игру, потому что, как бы в нее приятно играть не было, у нее, как и у любой другой игры, есть свои минусы. Сейчас мне кажется, что я немножко затянул финал видео, но это из-за того, что мне есть что сказать. Выживать в лугах, естественно, было легче всего. Из вражеских неписей поначалу здесь были только гримлинги, которые не то чтобы представляли опасность даже для полностью голодного и голого викинга. Начало игры мне понравилось. Это было так лампово, так атмосферно, и за счет этого мы очень плавно, без лишних трудностей, погружались в игровые механики, учились драться, осваивали строительство. Хотя даже в самом начале вылазил один из недостатков этой игры – это гринд. До сих пор помню этот дубильный станок, куда нужно было 20 шкур оленя, 5 обрывков кожи и, кажись, 15 единиц кремня. Еще в первое свое прохождение я с этого чуток удивился. Но механики игры сделаны чертовски приятно, плюс каждое наше действие прокачивает определенный навык, что делает погружение в игру чуть глубже. Ведь ты на свои собственные глаза видишь, как постепенно становишься лучше в каждом из дел, сражениях, стрельбе, рубке древесины и так далее. Потом на 5-й день мы убили Эйктюра, можно сказать босса инициации, ведь только после его смерти игра начинала раскрываться, появилась добыча руды, а вместе с ней и куча рецептов. Но не могу же я вот так еще по 5 минут говорить о каждом из биомов, так видео затянется еще сильнее. Игра однозначно крута, иначе продержаться в ней 100 игровых дней, а уж тем более 300 наигранных часов, я бы не смог ни под каким предлогом. На мой взгляд, секрет ее успеха в отличной реализации простых игровых механик, да и геймдизайна в целом. Ведь здесь все циклично. Попадаем в биом, прощупываем новые ресурсы и открываем рецепты. Поначалу это базовые вещи типа ягоды древесины, но дальше мы добываем новые ресурсы, делаем новое снаряжение, с помощью которого уже полностью осваиваем биом и чувствуем себя в нем как рыба в воде. И после этого приключения кидают нас в новый, более сложный биом, где мы проходим весь этот цикл с самого начала, но уже с накопленным игровым опытом и с возросшими навыками персонажа. На бумаге это выглядит чертовски просто и логично, да и сами боссы. В странствиях мы не только найдем подсказки о призыве очередного босса, но и ресурсы для его призыва чаще всего мы добудем, даже этого не заметив. Например, кости в болотах для вызова третьего босса, которые вываливаются из врагов и лежат в сундуках, да по-моему и из металлолома при добыче руды выпадают. Словом, их у меня за время пребывания в болотах накопилось, наверное, на 3 призыва, если не больше. И если взять каждую отдельную механику, в ней нет никакой сложной логики, она чертовски проста и понятна. И даже если взять все эти механики вместе, они все еще остаются такими же простыми, поэтому они так хорошо и работают. Согласитесь, гораздо проще продвигаться в прохождении в Вальхейме, чем, например, в No Man's Sky. Хотя это я, конечно, сравнил, но надеюсь, вы меня поняли. No Man's Sky более трудна, там более запутанные механики и не так хорошо понятно, что ждет нас дальше, что делать в данный момент. А теперь про минусы игры, они безусловно есть. Но вряд ли я скажу здесь что-то новое, ведь в общем все эти минусы можно описать 4 словами: замедление темпа прохождения игры. Сюда относится и сам гринд, и то, что нам нельзя проносить руду сквозь порталы, тратить из-за этого не один десяток игровых дней на плавание между островами. К тому же рецепты в игре довольно затратны по ресурсам, но это уже не так важно. Да и сам гринд не всегда воспринимается плохо, а все потому, что в Вальхейм очень приятно играть, во всяком случае мне. А если мне нравятся игровые механики и то, как они сделаны, я готов тратить свое время и на гринд. Например, Death Stranding, тот еще симулятор ходьбы, скажет кто-то. Но игровой мир и механики мне так понравились, что я доставлял почти все ресурсы пешком, почти не используя транспорта для ускорения доставки.
К тому же так курьер получал больше, не верю, что я это говорю, лайков. А вот запрет на телепорт руды и слитков мне не понравился сильнее всего. Если гринд можно потерпеть, то часовые плавания между островами не особо. Раз уж нам приходится очень долго плавать, то разработчики могли бы предусмотреть это, сделав плавания более разнообразными. Просто получается, что весь контент океана мы открываем уже в первый или второй день плавания. Это живые острова и морские змеи. Больше ничего интересного в море нет, и оставшиеся несколько десятков дней вы будете просто плыть, не получая ничего, кроме потраченного времени. Безусловно, тут есть свои нюансы. Я морского змея встретил только где-то на 70-й день игры, но разве это сделало мое плавание до встречи с ним интереснее? И второй нюанс, сильно влияющий на впечатление от игры, это мультиплеер. Опять же, в путешествии с другом вы обязательно забьете очередное плавание беседой либо о прошедших событиях, либо будете обсуждать планы, шутить и развлекать себя сами. К тому же морские плавания – самое подходящее время, чтобы потренировать свои вокальные навыки. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Но в одиночной игре такие моменты почти сразу же становятся рутиной. Еще одна причина, за которую я не люблю запрет на телепортацию руды, является строительство. Мне, как я думаю и вам, хотелось бы построить себе не одно, а несколько поселений на разных островах. Но это ведь нужно эту руду перевозить, да и крафтить все верстаки и улучшать их второй, третий раз. Такое себе удовольствие. К тому же, мои впечатления об игре пока еще не полны, ведь Вальхейм еще не добрался к версии 1.0, а я все еще не был в Туманных землях. А мне очень хочется там побывать, ведь там я встретил первых дружественных мобов, и для Вальхейма это действительно что-то новое. К тому же я не приручал зверей. Мои кабанчики умерли от голода в первые же дни. Я даже не успел посмотреть, как они заводят потомство и как, вообще это здесь работает. Поэтому я надеюсь, вы напишите реально длинный комментарий со своими впечатлениями, где напишите, что конкретно в этом видео вам понравилось, почему вам это понравилось, какие моменты были скучными. Обратите внимание на мои ошибки, ибо часовой видос без ошибок сделать достаточно трудно. Ну и самое главное, напишите, нужно ли делать вторую часть, и обязательно напишите, что я в игре пропустил или могу пропустить. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео аж до этого момента. Канал маленький и монетизация приносит мне аж пару центов, если ее вообще не отключат. Так что любая ваша поддержка, а уж тем более поддержка монетой, она просто бесценна. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что это видео вам понравилось и хотя бы пара человек досмотрела его до конца. Увидимся в новых видео. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when we were... Эй, чувак, или может не чувак, поддержи, лепи коммент и лайк, поставь, подпишись. Будем пилить виндосы, ломать алгоритмы сети. Легко, но мне нужен ты. Главное, видос не перематывай, лучше смотри по несколько раз.